Пару слов про психотипы. Каждый раз мы будем стартовать из базовой эмоции. Первое – гнев. Человек, который привык решать все свои проблемы, привык коммуницировать с миром с помощью гнева решать свои проблемы и добиваться необходимого. С помощью гнева уничтожать все, что мешает ему, и все, что теоретически даже угрожает важным ценностям и критериям. Это эпилептоид. Стратегия эпилептоида – захватить пространство, захватить территорию и установить там свой контроль. Контроль устанавливается с помощью внедрения своих законов и правил. Все должны руководствоваться твоими законами и правилами. Иерархия туда же, подчинение, субординация, да, все правила — это про эпилептоида. Инструкция по эксплуатации эпилептоида. Пункт 1. Никогда не находись в прицеле эпилептоида. Эпилептоид тебя убьет, даже если ты тоже эпилептоид. Ну, там вы будете биться. В войне, в битве между двумя эпилептоидами выигравших нет. Все уходят с потерями. Поэтому пункт 1 в инструкции по эксплуатации эпилептоида – уйти с прицела, а в идеале нацелить его на что-то другое. Например, у любого эпилептоида в окружении есть цель, есть сволочи. Есть какие-то твари, негодяи, кто-то эпилептоидов бесит. Разговариваешь с ними и спрашиваешь, ну или вообще в принципе слышишь, на кого они злятся. И тебе нужно метафорически сесть рядом с ним и также гнать, также испытывать гнев на его мишень. Ты должен около него сесть и мочить ту же цель, что и он. И ты станешь его другом, ты станешь его соратником. Ни в коем случае не посягая на его территорию и не нарушая его законы. Этим самым мы стали его другом. А дальше его слабость состоит в том, что он все раскладывает по полкам. Поэтому фигачишь псевдологикой, фигачишь наглой правдой, фигачишь косичками, тройными спиралями, начинаешь просто молотить бред. Начинаешь перегружать реп-системы. У эпилептоидов самая ригидная, самая медленная психика, самое медленное сознание. И чтобы у него был порядок, чтобы он был эффективен, он все раскладывает по полкам. Внеси хаос. Шизофреногенные паттерны выносят эпилептоидов первыми. Шизофреногенный паттерн заключается в том, что я на очень важную тему для собеседника даю два послания, противоречащих друг другу. Либо я вношу мешанину в сознание человека, там шизофреногенный паттерн, метафора, реальность. Я начинаю с тобой разговаривать в метафоре, как только ты в мою метафору переходишь, помнишь, да? Я начинаю воспринимать слова, как они есть. Буквально, да. Хаос вношу. Или шизофреногенный паттерн тогда там. Я начинаю смешивать времена. Все вещи, которые вносят хаос, смуту, они эпилептоида реально убивают. Они начинают беситься. Если у эпилептоида жизнь превратить в хаос, он начнет всех убивать. Он станет изгоем, он станет убийцей. В общем, понятно, да, инструкция по эксплуатации? Его ценности – это порядок, власть, контроль, правила, предсказуемость. Его инструмент – гнев. Чтобы стать его другом, нужно вместе с ним гневаться на его цели, помочь ему выбрать другую цель и гневаться, сесть рядом. Его слабое место – логика. Через убивание логики, через хаос, через непонимание, как это работает, его можно убивать, ему будет плохеть. Если он не на своей территории и он ничего не может сделать, он бессилен. Эмоция – спокойствие, психотип – эмотив. Ценности человека – гармония, отношения, семья в более широком понимании – это более теплые, близкие отношения. Это его ценности. Важно гармония, чтобы все было гармонично, чтобы все было правильно, не было никакого хаоса, не было никаких скандалов.
Если этот готов с помощью гнева решать свои проблемы, то этот готов строить взаимоотношения для того, чтобы все было спокойно. Бизнесмены есть типа эпилептоид, и бизнесмены есть типа эмотив. Этот тип завоеватель огнем и мечом, а этот тип хозяин, хозяйственник. Цель, ценности разные. Если здесь мы ищем общих врагов, а разрушаем через логику, здесь мы общаемся с человеком, завязывая более тесные, близкие отношения. Рыбачим вместе, бухаем вместе. Вместе, гармоничные отношения, вот ценности. Как стать другом, поняли, да? Если здесь другую цель выбрать, здесь построить близкие отношения, завязаться по ценностям максимально. Как его убивать? Ты ничего не контролируешь, везде опасности, ты не можешь расслабиться. Мы разрушаем гармонию. Мы можем говорить, а доверяешь ли ты всей своей команде? Нет. Ну, ты не эмотив. Вот если ты представь, что ты эмотив, ты хозяйка, а всем ли своим сотрудникам ты доверяешь? А ты знаешь, что существуют такие способы воровства денег, где хозяин или хозяйка даже не может, будет дебет с кредитом биться, а бабки будут утекать. Понимаешь, да? Понимаешь? Я разрушаю твою гармонию, я разрушаю взаимоотношения, я вбиваю клини между тобой и твоими людьми. Эмоция – радость, психотип – истероид, стратегия истероида. Я буду получать энергию и положительную обратную связь, и удовольствие, и радость через самопрезентацию. Я всем буду доказывать, какой я офигенный. Я буду такое впечатление производить, что все будут хлопать в ладоши и говорить, какой ты клевый, замечательный, мы тебя все любим. Как этого человека купить? Как этого человека присоединить? Ты исключительный, ты замечательный, ты просто лучший. Комплименты. Лесть хавается, даже зная, что ты лесть, ты лучшая женщина, которую я когда-либо видел, в принципе. Вот впервые встречаю такую женщину. Так, как присоединить, как купить есть? Как разрушить, в прошлый раз говорил, ты серая масса, как все. Блин, вы все одинаковые. Как просто одним печатным станком вас фигачили. Эмоция презрения, психотип параноял, стратегия. Я ставлю огромные цели, где я главный, я вершитель судеб. И если между мной и моими целями кто-то попался, это их проблемы. И я всем докажу, что я здесь самый главный, самый крутой. Как присоединиться? Нужно, во-первых, его цель сделать своей целью. Что ты делаешь? Что ты строишь? Бизнес строишь? Я помогу тебе строить твой бизнес. Я помогу тебе в достижении твоей цели. Первый момент. Второй момент. Я принимаю твою иерархию. Я принимаю, что ты главный. Я твой вассал. Два момента. Если я не служу твоей цели, параноял меня уберет. Если я начинаю мериться, кто писает выше, параноял меня уберет. Все. Как его разрушать? Хорошо разрушенный результат. Техника боевого НЛП. Ты начинаешь разбирать его цели и дискредитировать. Ну, например, какая у тебя цель? Возьми не свою цель, потому что она может реально разрушиться. Как разрушить цель? Вот расскажи мне про свою цель. Хочу сидеть в Совете Федерации и сдавать закон. А что конкретно ты там хочешь? Так ты не делать ничего не хочешь? Да. Так и называю вещи своими именами. Я не хочу ничего делать. Звание, что ли? Чтоб тебя называли? Да. Как тебя назвать? Так статус ВКонтакте поставь. Ты хочешь, чтобы тебя кто называл так? Кто все? Бомжи? Я с ними поговорю. Они там за 1000 рублей, они тебе все будут говорить, ты наша богиня. Так ты хочешь тачку с водителем? Ну так называй вещи своими именами. Понимаешь? Я разделяю на кусочки и дискредитирую все. Вот вместе хрен я твою цель сдвину.
А я ее разбираю на кусочки, и каждый кусочек под лупой, и начинаю дискредитировать. Хорошо разрушенный результат. Хочешь убить цель другого человека, начинай ее разделять. А зачем ты это хочешь? А как ты это хочешь? Что конкретно ты хочешь? И можно прибавить туда коктейль Молотова или вот этот апгрейд. Совет Федерации? Зачем водителем? Че? АМР? Я же говорю, пункт 1 обязательно. Здесь ты его друг, ты рядом с ним сел. Здесь ты его лучший друг, ты его член семьи. Здесь ты восхваляешь его. Здесь ты помогаешь ему строить свои цели, и ты его вассал. Как только ваш рапорт нарушился, мы прекращаем его убивать, возвращаемся к пункту 1, восстанавливаем. Да, ты права, потому что если он поймет, что я разрушаю его цель, кранты мне. А если я говорю, господин, а так ли велика ваша цель? Ну и так далее. Я про цель, я подчиняюсь, я начинаю растаскивать на куски, разрушать его цели. Параноял без цели, он в вакууме. Это человек, у которого вся жизнь вокруг цели. Там не семья, а коллектив, не собака, а курьер. Ну, то есть все в дело. Если у человека реально все загружены, члены семьи, все на него работает, скорее всего, параноял. И цели великие, и цели не Совет Федерации, а цели такие, которые выходят даже за его жизнь. Типа вот Илон Маск. Это человек, который ставит цели больше, чем его жизнь. То есть его цели точно будут работать, когда Илон Маск умрет даже. Дружище, чем я могу тебе помочь? Вот у меня есть инструменты, у меня есть связи, у меня есть бабки. Да, давай, какие у тебя проекты и так далее. Чем занимаешься? Там, фонды строю. Фонды, крутяк, это такая вещь. Я как раз хотел найти фонды для того, чтобы вложиться. Я верю в то, что через фонды мы можем просто экономику двинуть. Давай, короче, хочешь, я буду работать на тебя, вот, и команду приведу. И они куча геморроя. В чем сложность, в чем проблема? Там-то плохо. Блин, у меня есть люди, которые присоединился, ну и так далее. Эмоция – печаль, психотип – гипотим, стратегия – все плохо. Стратегия – получать внимание и коммуницировать с этим миром, добиваться что-то от этого мира, позиционируя себя как жертву обстоятельств. Ты люди, которые все плохо, и вот они прям реально выбирают из всего, что есть вокруг, только плохое, чтобы у них было доказательство, что все очень плохо. Через это они делают себя исключительными. Я достоин внимания, потому что со мной случились исключительные обстоятельства. Не я такой, жизнь такая. Я бы рад, у меня на все есть отмазка. Я неуспешный, потому что мне не повезло со связями. У меня нет денег, потому что в детстве меня там не долайкали соседи. И на все у него есть отмазки, на все у него есть причины. Эти люди очень полезны на исполнительских должностях, винтики. Все инструментальные исполнительские позиции, ставь гипотимов, у тебя будет просто часовой механизм. Они не выделываются, они никуда не рвутся, там нет никаких амбиций. Люби его, гладь. Да, все очень плохо, я тебя понимаю. Мы в такой дебильной стране живем. Все, ты включаешь. То есть здесь даже пункта 2 нет. Ты просто подтверждаешь ему, что все плохо. Да, все плохо. Ты подтверждаешь его картину мира, он твой. Ты разрешаешь ему печалиться, он твой. Бухгалтерия, вот все с бумажками, вся рутина. Любой другой человек сдох бы, взвесился бы нахрен. Гипотимы, они будут с 9 до 6 выверять циферки,
балансы сводить, пока они не сведутся. Если они не будут сводиться, господи, какая проблема, какая я несчастная. Я буду до полуночи сидеть, а потом жаловаться своим подругам, что я на работе до полуночи сидела. Все. Трудоголики, исполнители, берите, вот они все просто на расхват. Они очень нужны. Они реально очень нужны. Без них было бы прям очень плохо. Он будет делать все, что ты ему скажешь, за небольшие деньги. Ну, просто ты разрешаешь им быть печальным. Дай человеку играть в его спектакль. Все. Да, все плохо. Я вместе с тобой. Это похоже на вот это. И похоже на вот это. Я вместе с тобой. Да, все дерьмово. С тобой согласен. Да. Давай балансик-то. У нас такие в компании проблемы. Тут еще с балансом. Эмоция – страх. Психотип – тревожно-мнительный. Стратегия – риск-менеджмент. Абы чего не случилось, я буду следить за всем, и я буду оценивать все риски. Я постоянно на стреме. Вот это невротики. Они вечно такие напряженные, они вечно все анализируют, всех подозревают. У них в голове убеждение, что куча рисков вокруг. Прям реально не расслабиться. Вокруг куча рисков. Много опасностей. Например, это тоже неплохо. Если эти всех убьют, эти не попадут в ситуации, где нужно кого-то убивать. Вот эти учтут реально максимум рисков и подготовятся, но они не могут расслабиться. Они все время что-то подозревают, они не умеют отдыхать, они не умеют восстанавливаться, они частенько нервные, субтильные, они на нервном истощении. Присоединение, совместный риск-менеджмент, то есть исходишь из их ценностей. Ты начинаешь заниматься с ними, вместе с ними риск-менеджментом и говорить, что супер, что у нас есть такой человек, как ты. Без тебя, без твоей аналитики, без твоей прозорливости, без твоих многоходовочного твоего анализа, мы бы все нахрен уже пошли по миру. Мы бы уже пошли по миру, мы бы уже нищими были или сидели где. То есть ты принимаешь их ценности и говоришь, что ты мне очень нужен. Мне очень нужно иметь такого, как ты. Надо ли разрушать? Как печальных, что разрушать, их надо иметь. Тревожно-мнительных разрушать. Ну, можно, как можно печальных загнать в еще большую печаль, чтобы они свалились в химическую депрессию, в безвылазную. Так и невротиков можно обложить, еще углубить. Если вам нужно их углублять, непонятно зачем, можно их углубить в их акцентуации. То есть сказать, что все намного хуже, рисков намного больше, если это нужно. А так они, как и эти, очень хорошие сотрудники-исполнители, эти охрененные риск-менеджеры. Если вот эти, им по барабану, они никогда в жизни не сядут за баланс, и они не будут смотреть в завтрашний день даже, не то что на год вперед. Никто, кроме них, не будет заниматься вот этой деятельностью. Никто не будет заниматься риск-менеджментом, кроме тревожно-мнительного, никто не будет рутину брать на себя, кроме гипотимов. Есть, да? Эмоция – игра или удивление. Психотип – гипертим. Стратегия получения удовольствия и радости через контакты. Это похоже на истероида, но если истероид через эпатаж, этот через общение с разными людьми. Это гениальные нетворкеры. Их можно запускать в страну или в компанию, и через недельку он будет знать всех и обо всех, и все. И со всеми он успеет выпить, и с некоторыми успеет потрахаться,
и он сразу с тобой в контакт, в максимальный, который ты ему позволишь. Чтобы его убить, нужно его посадить на рутину. Если ты его зафиксируешь, он как акула, он сдохнет. Зафиксированный гепатим сдохнет, сойдет с ума. Но он и не будет ничего делать на самом деле. Поэтому здесь то же самое. Нужно ли его убивать? Нужно просто понимать, что никакую исполнительскую деятельность он не будет делать. Никаких договоренностей с гепатимом, бессмысленно. Он с тобой договор даже подпишет, никаких шансов. Только если приставы его возьмут вот так и куда-нибудь посадят или что-нибудь сделают. Но гепатима никогда никто ни к чему не обяжет. Он будет только тусить, тусовки. Поэтому нанимать для нетворкинга. Например, нанял и говоришь, будешь нашим торговым представителем, будешь нашим, в принципе, представителем. Мы на тебя вешаем значок на лацкан, вперед. Через неделю все должны знать о нашей компании. Понеслась. Конференции все взрывает просто. Вот на конференцию запускаешь его, он со всеми потусит, со всеми поржет, со всеми переговорит, обменяется контактами, телефонами. Все. Здесь незачем его убивать, то же самое, и только использовать. Нанимать. Вот смотри, ты исполнителей вот этих нанимаешь каким образом? Ты говоришь, то, что ты хочешь, то, как ты хочешь жить, делай это у меня, и я буду давать тебе ресурсы. Мне нужно то, что ты делаешь, а я тебе буду кормить за это. Потому что гипертиму очень сложно устроиться на работу стабильно, чтобы вот он в одном месте работал, потому что он устраивается куда-то, а ему говорят, заполняй таблички, а он говорит, пристрелите меня, и увольняется. А тут ты говоришь, родной, вот смотри, вот тебе печальный, всю рутину на печального скидываешь, но ты должен взрывать все конференции. И я за это тебе бабки буду платить. Deal, все. Понимаешь? То есть этих мы вербуем по их стратегии. Мы позволяем им жить, как они хотят. Я бы сказал, отсутствие эмоций. Если человек безэмоциональный, весь в схемах. Схемы. Шизоид. Вассерман. Он много знает, он много читает, он много в чем разбирается. Попробуй затронуть тему какую-то фундаментальную, он тебе будет цитировать Бродского, Мандельштама и Павлова наизусть. Это люди, которые разочаровались в мире, они не смогли им манипулировать и создали у себя в голове другой мир свой. С НЛО, рептилоидами, тайным правительством, все вот это. Все великие научные открытия, все великие художественные открытия, все великие деятели искусства, они все шизоиды. То есть шизоиды — это наука, глубокая, фундаментальная наука, и искусство, великое искусство. Все, чьи картины где-то висят, шизоиды. Все нобелевские лауреаты — шизоиды. В чем фишка шизоида? У них не тоталитарный строй в голове, а демократия и парламент. Если человек там, я хочу печеньку, я хочу водички, я пошел и попил водички, то у шизоида так, выносим на рассмотрение, на повестку, значит, питье воды и употребление там мучного. Кто за? Там несколько рук. Вот реально парламент в башке. Кто за? Какие ваши доводы? Такие-то. Разгорается спор. И когда с шизоидом разговариваешь, с тобой разговаривает не один человек, а несколько парламентеров. Поэтому нет никакой связи. Поэтому ты реально псевдологика играть и в наглую правду, это сам свихнешься. Потому что ты думаешь, что ты с одним человеком разговариваешь, а с тобой куча субличностей. Просто гроздь такая субличностей. Ты не понимаешь, с кем это. Люди, которых нужно вербовать к себе в компанию и давать им заниматься своим делом.
Если тебе, программисты, ты не сможешь заниматься и работать программистом, если ты не шизоид. Потому что программист в голове у себя держит все эти схемы. Схемы. Хочешь купить программиста, хочешь купить шизоида, начинай с ним разговаривать безэмоционально и схемы. Рисовать, стрелочки. И безэмоционально не нужен эпатаж. Фишка НЛП и практика и мастера в том, что можно растянуться во все психотипы. Если тебе чего-то не хватает, можно растягиваться через определенные техники. Ставь цели как параноял, организуй процесс как эпилептоид, управляй как эмотив, продавай как истероид, исполняй как гипотим, создавай связи и общайся с людьми как гипертим, занимайся риск-менеджментом как тревожно-мнительный, твори и изучай как шизоид. Либо в твоей команде должны быть все, и тогда ты можешь все. Ты при этом должен быть либо эпилептоидом, либо эмотивом, либо параноялом. Это 3 разных типа управления, но это управленцы. Управленец эпилептоид жесткий огнем и мечом. Управленец с тотальной сверхцелью, который всех заражает. Параноял. Управленец хозяйственник типа чиновника. Это эмотив. Ну и так далее. Чего не хватает, можно прокачать. Можно прокачать через стратегии. У каждого психотипа есть свой импринт. Импринт – это самое эмоционально насыщенное событие в жизни, которое повлияло на его стратегию. Например, импринт эпилептоида – это несправедливое причинение вреда или вообще, в принципе, несправедливость к другим. Я даже больше могу сказать, что всех эпилептоидов и параноялов несправедливость бесит. Очень трогает, когда какая-то несправедливость случается, их очень трогает. Потому что у них была импринтная ситуация, связанная с несправедливостью. У эпилептоидов несправедливость с другими, у паранояла несправедливость со мной. Когда со мной несправедливость произошла, я всем вам, суки, докажу, что я здесь главный. Я вас всех на ссаные тряпки порву. А здесь несправедливость к другим, что я выстрою, что все будет подчиняться правилам, все будет правильно. Это импринтные, то есть эти стратегии рождаются не просто так. Это ответная реакция на импринтный опыт. Здесь у каждого есть свой импринт. Здесь несправедливость к другим, здесь несправедливость ко мне, эмотив. Когда мама с папой любили, было очень тепло и хорошо, и я расслаблялся. А когда они ссорились, мне было очень тревожно. И я стал эмотивом. Для меня очень важно спокойствие. Радость, истероид. Я получал конфетки только когда привлекал к себе внимание. Меня забывали, на меня не обращали внимания, а когда я разбил вазу или надел смешной колпачок, и все родители, значит, повеселились. Если родители уделяли мне внимание только когда я какой-то кавардак творю, такие импринтные ситуации сделали из меня истероида. Печаль. Когда на ребенка не обращали внимания, а начинали обращать только когда он плакал. И только когда он упал, разодрал коленку, начал плакать, его начинали жалеть. Ребенком занимались только когда ему печально. И в нем выработался механизм. Я всем теперь буду говорить, что мне плохо, чтобы заслуживать внимания. Страх, тревожно-мнительность. Что-то меня пугало, я не мог расслабиться. Я не чувствовал себя в безопасности нигде, не было моей территории. Везде была территория, где могла случиться какая-то фигня. Опасность была. Он стал подозрительным и организовывать свое личное пространство максимально безопасным. Игра Гипертим, наверное, могу предположить, наверное, круговерть была контактов. Но Гипертим — это тот же самый истероид. То же самое, видимо,
на меня обращали внимание только когда я контактировал. А если он этим не занимался, его как будто бы не было. Шизоидами становятся дети с шизофреногенными мамочками, которые говорят, типа, выбери, сыночек, тебе зеленую маечку или красную. Ой, зеленую. А что, красная тебе не нравится? А, ну тогда красную. А что, зеленая тебе разонравилась? Ты не можешь справиться с этим миром, поэтому ты уходишь в свой внутренний. За всеми этими историями какая-то конкретная вот ситуация была, которая дала импринт, и этот импринт повлиял на главную стратегию. Но растягиваться можно во все. Мы попадаем в ситуацию, где нам чего-то не хватает, мы начинаем доучиваться и добирать из другого психотипа. Значит, как это все хозяйство бьется с архетипами? Это не классическое разделение, я сейчас дам, но оно уложено настолько красиво, что это превращается в инструмент. 4 ипостаси, грубо. У каждого архетипа есть проявленная часть, проявленный архетип и теневой архетип. И есть еще женский аналог. Женский проявленный и женский теневой. Но для простоты будем сейчас брать мужские. Принц – это проявленный, бродяга – теневой. Трикстер – темный маг, воин – убийца, хозяин – людоед. В чем логика? Когда человек приходит в этот мир, и его любят, дитя, детство, и его любят, он радуется этому миру просто так. Как принц. Его любят, и он просто наслаждается. Он не принужден, он веселится, ему хорошо. Если ему не дают веселиться просто так, начинают заставлять его что-то делать, не дают ему какую-то любимую игрушку, не покупают ему мороженое, не приходит Дед Мороз на Новый год, или, упаси Боже, не любят родители, он сваливается в бродягу. Это ребенок с потерянным раем. Здесь его любили, он светился. Здесь он рай потерял, бродяга. И если принц проживает этот архетип, ему становится мало мира просто так. Он начинает пробовать им манипулировать. Трикстер. Трикстер и стероид. Если трикстер обучается ипотировать, ему это становится мало, он понимает, что ему нужна своя территория со своими законами, укладом, и он чувствует в себе уже силу, он становится воином, эпилептоидом. Если не получается, становится темным магом, он внутри себя придумывает мир, где он хозяин, и он там все знает. Наука, искусство и так далее. Что у них за миры в голове, кто поймет. Воин, эпилептоид. Если у него получилось захватить территорию, установить контроль над ней, он становится хозяином, он может расслабиться на своей территории, над которой уже установлена власть и закон. А если не получается, он становится убийцей, параноялом, для которого нет ни друзей, ни врагов, ни территории, а есть только сверхцель. И если ты попал между мной и целью, это твои проблемы. Хозяин – это эпилептоид, воин, у которого получилось захватить территорию, установить над ней свой контроль. Если контроль начал превращаться в хаос, невозможно расслабиться. Хозяин превращается в людоеда. Это человек, который вечно нудит, у него все плохо, он как радиоактивный, он всем портит кровь. А если у хозяина получается расслабляться и вести непринужденный образ жизни, он возвращается в дитя, он начинает радоваться жизни просто так. И опять понеслась. Бродяга, гипотим, печальный. Принц, гипертим, он веселится и контактирует с миром. Истероид, трикстер. Человек, который ипотирует, манипулирует. Это манипулятор. Темный маг, шизоид. Воин, эпилептоид. Убийца, параноял.
Хозяин и мотив, людоед, тревожно-мнительный. И еще раз тогда начистую, чтобы уложилось, пройдемся. Принц непринужденно веселится, радуется этому миру, гипертим. Если у него получается, ему становится мало, он хочет манипулировать этим миром, он переходит в трикстера истероид. Если у него не получается веселиться, не получается радоваться, какой-то подавляющий фактор, либо его не любят, либо что-то случилось плохое, у него не получается радоваться миру просто так, он становится бродягой, гипотим, все плохо. Трикстер истероид. Если у него получилось проманипулировать этим миром, он понял, что теперь ему нужна своя территория и власть, и он чувствует силу, он становится эпилептоидом, воином. Если не получилось, он придумывает в своей голове какой-то свой мир, где он хозяин, и которым может манипулировать, либо наука, либо искусство, становится темным магом, шизоидом, вассерман. Эпилептоид, воин. Если у него получилось захватить территорию, установить там свой контроль, правила, он расслабляется, становится хозяином и мотивом. Если не получается, у него портится характер, он становится убийцем, параноялом, в его жизни только цели и целеполагания. У хозяина, если получается расслабленно на своей территории отдыхать, он превращается в дитя, он становится опять ребенком, он радуется непринужденной жизни. Если не получается, у него хаос на его фазенде, он превращается в людоеда, который все время напряжен, он все время что-то проверяет, перепроверяет, подозревает, провоцирует, он все время радиацией пышет. Вот можно застрять в проявленном архетипе, а можно застрять в теневом. Теневой архетип — это значит, ты с этой ипостасью не справился, сделай шаг назад. Если ты не можешь справиться со своей территорией, у тебя там хаос, ты из хозяина превратился в людоеда, ты невротик, сделай шаг назад, в воина. Значит, ты не захватил еще свою территорию и не установил там свой контроль и власть. Я говорю про то, как пользоваться этим переходом, как стратегией, как планом, как логикой этой пользоваться. Если ты людоед, сделай шаг назад. Ты не смог завоевать нужное количество территории и насадить там свой контроль, чтобы расслабленно быть хозяином. Делай шаг назад. Если ты убийца, у тебя не получается захватить территорию, установить свой контроль, значит, ты не научился еще манипулировать окружающим миром. Ныряй в трикстера и продолжай учиться. Выступай на сцене, иди в театральные кружки, выступай на конференциях, прокачивай в себе трикстера. Если ты темный маг, у тебя не получается манипулировать этим миром. Сделай шаг назад, ты про этот мир еще мало чего понял. Принца. Поезди по свету, по городам, по разным, по странам, посмотри, как кто живет. Ты еще не увидел достаточно разные грани этого мира. Поэтому ты не справился при манипуляциях, ты очень зашоренный. Если ты бродяга, гипотим, если ты думаешь, что все плохо, значит, у тебя не было территории, где у тебя сейфти-зона, своя фазенда, где только твои. Либо, я не знаю, в деревню к бабушке, где все свои и все тебя любят. Либо в дом отдыха, либо в отпуск и так далее. Поэтому, если ты застрял в тени, сделай шаг назад, ты плохо выучил предыдущий урок. А так, на самом деле, нас в архетипе фиксируют наши импринты. Вот те. Если нас не устраивает наш импринт, если мы сильно застряли, техника реимпринтинг, ну или гештальт-терапия.
Наш препод рассказывал, как из ребенка сделать шизоида. Короче, нужно, когда ребенку мало лет, нужно сделать с ним фотографии, что ты ребенка достаешь из космического аппарата. А потом в возрасте 13-14 лет нечаянно засветить их. Чтобы ребенок нашел, типа, что это? И сказать так, это ничего. Ну, не обращай внимания, забудь, все. Ты в нем паранойю, что мир на самом деле другой, что мир непостижим, и есть намного больше слоев, чем ты видишь и знаешь. Все, он начнет копать так, НЛО, рептилоиды, тайное правительство. Все, он будет изучать.